Зоонарная немецкая овчарка. В чем ее ценность? Правда ли, что от окраса могут зависеть рабочие качества собаки? После ваших комментариев к видео «Все окрасы немецкой овчарки» я решила остановиться на этой теме, чтобы расставить все точки над «и». Неоспоримый факт. Именно зоонарные собаки стояли у истоков породы немецкая овчарка. Да и вообще зоологи считают, что этот окрас был изначальным для всех собак и диких псовых. Чередование темных и светлых волосков является своего рода камуфляжной маскировкой, необходимой, чтобы выжить в диких условиях и быть успешным охотником, а не неудачником с вечно бурлящим животом. Несведущие в генетике люди считают этот окрас дворняжкиным, убогим и неинтересным, но специалисты, кинологи и образованные заводчики рабочих собак высоко ценят зоонарников, считая, что именно такие овчарки отражают лучшие качества породы. Недавно в мой огород прилетел камень. Я вам его покажу. Вот этот комментарий. По поводу пурги ничего говорить не буду, сейчас за окном и правда метет. Не по-детски. Давайте обратим внимание на вопросы. Как цвет шерсти может влиять на ум собаки? Дальше человек говорит, что это все выдумка заводчиков для того, чтобы поднять цену этим собакам. Люди, вдумайтесь, как шерсть может повлиять на ум. Да, какой-то щенок схватывает быстрее, другой по-другому. Тут генетика, а не шерсть, что изначально было заложено в суку и кобеля, то и передается щенку. А по сути, собака это пластилин, что слепишь, то и будет. Нет дурных собак, есть дураки хозяева. Согласна с этим. По поводу рекламы. Я не заводчица, я не продвигаю никакие питомники, поэтому моей финансовой выгоды в этом деле нет. Сама я обладатель 2 немецких овчарок чепрачного окраса. Получается, что ли, я, рекламирую чепрачных немецких овчарок. Ну ладно. Абсолютная правда, что за потенциал собаки отвечают гены. Но встречный вопрос, а неужели гены не отвечают за окрас собаки? Каждый щенок получает свой уникальный генный набор. Он индивидуален и неповторим, как отпечаток пальца. Эти гены отвечают не только за окрас, размер и здоровье, но и за умственный потенциал и остроту инстинктов. Давайте на чистоту. Есть овчарки, которые соответствуют описанию своей породы на 40%. Есть те, кто на 60%. И самое большое счастье, если в ваши руки попадает щенок, соответствующий своей породе на 100%. Это своего рода рулетка. Невозможно угадать, кто из щенков в помете по внутренним качествам окажется лучшим. Первое, на что мы смотрим при выборе щенка, это экстерьер, то есть внешний вид. Дальше здоровье, осмотр на каких-то пороков, недостатков, волчьих пальцев, и так дальше. Так вот, любители породы заметили, что в случае выбора зоонарника ты практически всегда получаешь выигрышный билет. Среди зрителей моего канала есть профессионалы, которые опытнее меня во многих вопросах. Хочу поблагодарить вас за то, что делитесь в комментариях своими знаниями. Я очень ценю это, правда. Давайте посмотрим их отзывы о зоонарных немецких овчарках. Олег Руженко, более 10 лет он проработал с немецкими овчарками. Согласитесь, впечатляет. Это не просто человек, который держал дома овчарку. Это специалист своего дела. Говорит, что на его взгляд именно собаки зоонарного окраса обладают хорошими рабочими качествами. Именно зоонарников он выделяет и считает их особенными. Татьяна делится, что для работы ни за что не взяла бы лохматона, черную и чепрачную, только зоонарь. В помете из-под зоонарей даже чепраки могут быть рабочими. Еще она поведала нам интереснейшую историю. Рекомендую поставить видео на паузу и прочитать. Еще Татьяна затронула очень важную тему. Причина, почему сегодня немецкая овчарка превратилась в конька-горбунька, заключается в том, что недобросовестные, глупые, необразованные заводчики перестали добавлять кровь зоонарника в каждом 4-м поколении. Это правило, которое должны знать все. Зоонарник время от времени должен мелькать в крови для того, чтобы было качественное потомство. Наталья подтвердила мою мысль о том, что зоонарники действительно особенные, вспоминая свою девочку.
Интеллект, характер просто зашкаливает. Умница, молодец. И сравнивая с новым питомцем, черной немочкой, она видит разницу. Наталья, я желаю вам воспитать замечательную питомицу. Пусть и она вас радует. Уверена, вы приложите все необходимые для этого силы. Еще одно подтверждение, что от зонарников очень перспективные щенки, даже если они другого окраса. Эдуард сравнивает зонарную немецкую овчарку с восточницей, и явно победила немочка. Хотя хочу вам сказать, что многие обладатели восточноевропейской овчарки, сравнивая свой опыт с немецкими, отдают предпочтение восточноевропейским. Знаете ли вы, что овчарка это, пожалуй, самая разнообразная порода, потому что так много каверов, как было сделано на овчарку, не было сделано ни на одну породу собак. И у меня на канале уже есть видео про немецкую овчарку по-китайски. 3 версии вывели китайцы из немецкой овчарки. Очень рекомендую посмотреть, хотя бы для общего образования. И американская немецкая овчарка-панда. Как она появилась, что за зверь, ссылочки на эти видео в описании. Хочу обратить ваше внимание на еще одно экспертное мнение. Зонарный окрас в настоящее время встречается в основном в рабочих линиях немецких овчарок. Некоторые кинологи, много лет проработавшие с представителями данной породы, считают, что собаки зонарного окраса более работоспособны и выносливы, так как они являются воплощением лучших качеств первых представителей породы. Правда, официальных подтверждений этой гипотезе нет, но несомненно, что заводчики выставочных овчарок не могут совсем отказаться от использования в разведении зонарных собак, так как только таким сочетанием можно усилить и закрепить пигментацию в породе. Давайте подытожим. Каких-либо научных исследований, доказательств того, что зонарники правда чем-то превосходят чепраков или черных немцев, не существует, однако по личному опыту многих специалистов, кинологов, заводчиков, зонарные овчарки отличаются не только цветом, но и своими способностями. Возвращаясь к тому, что собака это пластилин, хочу отметить, что пластилин пластилину рознь. В этом сейчас разбираются даже дети. Подсунем что-нибудь некачественное, что тает в руках, красит их, и они сразу начнут возмущаться. То ли дело дорогой, хороший, качественный. Также и с собакой. Конечно, можно слепить. Конечно, из любой собаки, даже дворняги, можно сделать такую рабочую иго-го собаку, что всем на зависть. Но если тебе попался качественный пластилин, лепить из него одно удовольствие. Нужно будет потратить меньше времени, меньше сил, да и результат получится гораздо круче. Зонарный окрас еще называют волчьим. Он бывает серым и рыжим. И, соответственно, называется зонарно-серый, зонарно-рыжий. И помните, окрас 2-3-месячного щенка, которого вы берете, еще очень поменяется. Конечно, он останется зонарным, но с каждой линькой он будет играть все новыми красками и становиться другим. Это тоже необычайно интересно наблюдать за тем, как твоя собака изменяется. В отношении маски есть зонарники с ярко выраженной маской на морде и практически без нее. В принципе, это уже заметно. В 3-месячном возрасте можно понять, останется ли маска у собаки или растушуется. Но самый лучший ориентир будущего окраса собаки – это ее родители. Смотрим на родителей и представляем, что примерно вот такой вот будет ваш пес. А если вы сейчас как раз готовитесь к приобретению щенка и не знаете, какого возраста щенка лучше взять, я очень рекомендую посмотреть мое видео на эту тему. Ссылочка на него в описании. Эх, вы даже представить себе не можете, как мне приятно, что вы досмотрели это видео до конца. А если еще и подпишитесь на мой канал, влепите лайки, напишите какой-нибудь комментарий, я буду вообще на 7-м небе. Меня зовут Ирина. Я очень желаю помочь каждому хозяину стать еще лучше, прокачаться и обладать максимальным количеством знаний для приобретения и воспитания идеального питомца. Чуть не забыла, еще на этой неделе выйдет видео с обзором объявлений зонарных немецких овчарок с сайта OLX. Кому интересно, кто не хочет пропустить, жмите на колокольчик, вам придет бесплатное уведомление, и вы сможете
посмотреть это видео. Желаю мокрого носика вашим питомцам, а вам крепкого здоровья. Не болейте, берегите себя и своих близких. Увидимся в следующем видео, и может быть это будет прямо сейчас, если ты нажмешь на одно из них.